Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом хрустящих трубочек с начинкой. Это известный итальянский сицилийский десерт канноли. Сами трубочки по вкусу напоминают наш хворост, только более ароматный, так как в тесте есть корица и кофе. И здесь очень вкусная нежная творожная начинка, в которую можно добавлять разные добавки – цукаты, шоколад, орехи. Готовятся такие трубочки канноли очень просто и получаются невероятно вкусные. И, конечно, такой десерт прекрасно подойдет к праздничному столу. Это просто великолепное сочетание хрустящего теста и нежного крема. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку. Добавляю соль, сахарную пудру, можно также использовать и мелкокристаллический сахар. Добавляю чайную ложку корицы, это по желанию, и пол чайной ложки растворимого кофе. Перемешиваю. Очень часто в это тесто добавляют еще и какао. Добавляю сливочное масло и слегка его вот таким образом разминаю вилкой с мукой. Добавляю 1 целое яйцо. И добавляю в тесто 1 желток. Белок мне также потом понадобится. Для рецепта я использую яйца небольшого размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 60 граммов. И также в это тесто добавляется такой интересный ингредиент, как вино. Обычно используется вино, которое называется марсала. У меня такого вина сейчас нет, поэтому я добавляю просто десертное крепленое вино. Вливаю вино и начинаю замешивать тесто. Также, если вы не хотите использовать вино, можно заменить его, допустим, виноградным соком. Но тогда в тесто добавьте столовую ложку уксуса или столовую ложку водки. Потому что именно содержание в вине спирта делает тесто хрустящим. Домешиваю тесто рукой. Слегка домешу тесто на столе. Буквально в течение пары минут, чтобы тесто стало более эластичным. Долго ничего вымешивать не надо. Посмотрите в итоге, какое тесто получается. Оно мягкое, нежное и абсолютно не прилипающее к рукам. Подкатываю его в шар, перекладываю в чистый пакет и отправлю его в холодильник минут на 15-20. Для приготовления канноли понадобятся вот такие железные трубочки. Конечно, такие трубочки не везде есть в продаже, но их довольно просто сделать дома из обычной фольги и пергамента. Я взяла кусок фольги и пергамент. Пергамент свернула в 2 слоя. И сейчас еще раз его подверну. Выкладываю сложенный вчетверо пергамент на фольгу. Фольгу, конечно, лучше использовать плотную. Теперь подворачиваю и все сворачиваю в трубочку. У меня получилось чуть больше фольги, поэтому я ее отрезаю. Теперь вот эти края я немного раскрою в конце, проворачиваю и края закрываю внутрь. Получается вот такая трубочка. Фактически то же самое. Так что если у вас нет именно такой железной трубочки, вполне можно обойтись и трубочкой из фольги. Рабочую поверхность я слегка подпыляю мукой. На муке тесто раскатывается проще. Выкладываю отдохнувшее тесто. Сверху совсем чуть-чуть также подпыляю мукой и раскатываю его в тонкий пласт толщиной примерно 1,5–2 мм. Слишком много муки не добавляйте, чтобы потом она не обгорала в масле. Тесто замечательно пахнет корицей и кофе. Я вот так тонко раскатала тесто. И теперь я вырезаю выемкой диаметром 10 см кружочки. Излишки теста собираю. Подкатываю их в шар, переложу в пакет и затем снова раскатаю. Но сначала надо дать этим кусочкам теста отдохнуть. А из этих заготовок буду формовать канноли. Заготовки обязательно накройте сверху пленкой, чтобы они не подсыхали. Формую трубочки. Беру кусочек теста и прокатываю его еще немного в овал. Овал делаю по размеру трубочки. У меня длина 13 см. Край теста смазываю отложенным белком, чтобы тесто лучше скреплялось. И накручиваю на трубочку тесто. И вот этот стык прокатываю, чтобы тесто хорошо соединилось. И таким образом формую все трубочки. Вот на этом этапе формирования трубочек
не надо уже использовать муку, чтобы она не обгорала в масле. Поставила вот такой глубокий сотейник на плиту. Наливаю достаточное количество растительного масла, так как трубочки жарим во фритюре. Проверяю, разогрелось ли масло. Возле деревянных палочек идут пузыри. Масло хорошо разогрелось. Аккуратно выкладываю в него трубочки. Обжариваю их до красивого золотистого цвета буквально в течение пары минут. Тесто очень тонкое и готовится быстро. Немного их поворачиваю. Первая партия трубочек обжарилась, и я снимаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Конечно, вы их можете обжаривать чуть больше, чуть меньше, как вам больше нравится. Они получаются очень хрустящие и такие пузырчатые. И, конечно, сразу же отправляю обжариваться следующую партию. И также я покажу, как обжариваются трубочки вот на таких самодельных формах. Это у меня форма из фольги. Видите, все прекрасно. Держится, обжаривается хорошо. Так что совсем не обязательно покупать именно вот такие железные формы. Трубочки слегка проворачиваем и достаем формы. Трубочки, как видите, получаются вот такие хрустящие, пупырчатые. И сниму форму из моей самодельной трубочки. Тоже ее слегка проворачиваю. Можно использовать повторно. Из этого количества ингредиентов получается примерно 20 трубочек. Конечно, это зависит от того, какого вы их делаете размера и насколько тонко вы раскатываете тесто. Вот такие хрустящие получаются. Для приготовления начинки творожного крема мне понадобится. Конечно, для традиционных канноли надо использовать рикотту. У меня такого сыра нет, поэтому я сделала его сама из молока и сметаны. У меня получился вот такой очень нежный творожок, фактически как рикотта. Если вам интересно, как сделать вот такой сыр дома, я могу снять такое видео. Пишите об этом в комментариях. Также этот сыр я еще протерла через мелкое сито. И посмотрите, видите, у него получилась вот такая кремовая структура. Фактически он ничем не отличается от рикотты. Также для рецепта можно использовать и любой такой нежный творожок. Добавляю сахарную пудру. Сахарную пудру корректируйте по вкусу. Немного перемешаю. Также сюда я добавляю чайную ложку экстракта ванили и натру на терке цедру лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. Никакой особой пышности этому крему придавать не надо, поэтому можно просто все перемешать обычной ложкой. И вообще с начинками, конечно, можно экспериментировать. Можно сюда даже использовать, допустим, заварной крем или крем с маскарпоне. В общем, все, что вам нравится. У меня получился вот такой очень нежный и вкусный творожный крем. Чтобы было удобнее наполнять трубочки, крем перекладываю в кондитерский мешок. Конечно, их можно наполнить и просто обычной ложкой. Благодаря лимонной цедре и ванили крем получается очень ароматный и вкусный. Для украшения я буду использовать шоколадные капли. И также у меня здесь фисташки. Фисташки немного измельчаю в ступке. У меня здесь и мелкие, и более крупные кусочки. Наполняю трубочки кремом с двух сторон. И одни трубочки я окунаю в фисташки. А другие окунаю в шоколадные капли. Получаются вот такие красивые канноли. Традиционно сверху канноли присыпают сахарной пудрой. И вот такая красота получается. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!